1991 год. Молодой, сногсшибательный 27-летний Брэд Питт только что буквально перевернул Голливуд своей эпизодической, но моментально ставшей культовой ролью воришки Джей Ди в фильме Ридли Скотта «Тельма и Луиза». Продюсеры главных студий встают в очередь, чтобы предложить ему сценарии. Критики же единодушно называют его новым Робертом Редфордом. А глянцевые журналы уже готовят обложки с заголовками о рождении нового главного секс-символа 90-х. И именно в этот момент, на самом пике стартового взлета, Брэд Питт совершает ошибку, которая едва не стоит ему всей карьеры. Голливудские агенты убеждают молодого актера подписать контракт на проект, который позиционировался как взрослый ответ кролику Роджеру. Жесткий, нуарный, психоделический триллер о роковой страсти, ментальном безумии и кровавой мести. И конечно же Питт соглашается на эту роль, ведь в теории она может стать культовой и сделать из него настоящую звезду. Но вместо культовой классики киноиндустрия получила одну из самых масштабных производственных катастроф за всю историю Голливуда. Фильм превратился в изуродованное чудище, где сценарий переписывали прямо во время съемочной смены, актеры произносили абсолютную бессмыслицу, а сам Брэд Питт ходит в кадре со взглядом человека, осознающего, что он попал в какую-то западню, из которой уже нереально сбежать. В русскоязычном сегменте Ютуба об этой катастрофе принято либо молчать, либо же сводить все к двум предложениям. Кто-то мельком вспомнит параллельный мир как какую-то странную хероту из 90-х, а кто-то просто укажет на позорные цифры кассового провала. Но за этим всем скрывается истинная трагедия. Это будет история о том, как алчная и трусливая голливудская корпоративная система растоптала, предала и выбросила на обочину истории Ральфа Бакши, главного анимационного бунтаря планеты, а также история о том, как будущая икона мирового кинематографа Брэд Питт случайно оказался заперт в производственном аду, который чуть не обнулил его звездный статус в самом начале пути. Сегодня мы с вами пройдем по всем кругам этого ада, узнаем про драки в кабинетах высшего руководства Paramount, про духовное просветление актрис, сорванные контракты, технический подвиг художников и корпоративное предательство, изменившее историю мультипликации. Чтобы понять весь масштаб и всю глубину произошедшей катастрофы, нам нужно отмотать время назад и разобраться, кем вообще был Ральф Бакши. В 60-х и 70-х годах американская анимация была максимально стерильной и безобидной. Студия Disney окончательно приучила зрителей и продюсеров к мысли, что мультфильмы — это исключительно детский продукт. Поющие зверушки, добрые сказочки и полное отсутствие любых взрослых тем. И в этот прилизанный мир врывается Ральф Бакши. Ростом по 2 метра, со взрывным темпераментом и неукротимой энергией он пришел в мультипликацию не из художественных академий, а прямо с жестких криминальных улиц Бруклина. Он видел реальную жизнь. Уличные драки, расизм, наркозависимость, грязный уличный джаз и подпольные бордели. Бакши ненавидел Дисней всем своим нутром. Он считал их творчество лицемерной сказкой, закрывающей глаза на реальность. Для Бакши анимация никогда не была жанром для детей. Он доказывал, что мультипликация — это самый свободный и мощный художественный способ передать то, что не может снять ни одна кинокамера. В 1972 году он выпускает «Приключения Фрица Кота», первый в истории полнометражный анимационный фильм, получивший рейтинг X. Чтобы вы понимали, это рейтинг для порнофильмов. И вот мультфильм со смешным бюджетом в $700 тысяч буквально разорвал американский мировой прокат, собрав астрономические по тем временам $90 миллионов. Бакши моментально стал иконой контркультуры. Он доказал продюсерам в строгих костюмах, что взрослая анимация может не просто окупаться, она может приносить гигантские деньги. Затем у него были «Трудный путь», «Властелин колец» и культовый «Поп-Америка». Бакши экспериментировал с ротоскопированием, смешивал стили и ломал все стереотипы. Но Голливуд — система мстительная и консервативная. К концу 80-х годов индустрия снова начала меняться. Студии требовали безопасных семейных продуктов для продажи игрушек и хэппи-милов. Но понятное дело, что Бакши отказался идти на компромиссы и остался на обочине. У него не было крупных заказов. Его студия переживала трудности. И вот в 1989 году в голове у Бакши вспыхивает идея. Концепция, которая должна была стать магнум-опусом всей его жизни. Вершиной его авторского стиля и главным ответом всей прилизанной индустрии. Оригинальный концепт фильма, который Бакши назвал Cool World в нашем прокате «Параллельный мир», не имел вообще ничего общего с той детской комедийной кашей, которую в итоге увидели зрители. Главный герой был мрачным, разочарованным в жизни комиксистом Джеком Нилом. В момент глубокого ментального кризиса он создает комикс о грязном, нуарном, психоделическом мегаполисе, населенном монстрами, проститутками, психопатами и разными прочими пороками. Но этот мир не просто рисунки на бумаге. Под воздействием его темных фантазий он материализуется. Джек физически попадает в свой нарисованный ад. Там он встречается со своим главным созданием. Роковой, невероятно сексуальной и опасной мультяшной красоткой Холли Вуд. Поддавшись животному вожделению, художник вступает с нарисованной женщиной в
половую связь. И в этот момент концепт превращался в настоящий психологический хоррор. От этого акта между живым человеком и анимационным рисунком рождается ребенок-гибрид. Получеловек, полумультфильм. Этот ребенок появляется на свет страшным, психологически сломанным и физически изуродованным монстром. Спустя годы выросший гибрид начинает испытывать жгучую, отравляющую ненависть к своему создателю и отцу за то, в каком уродстве он вынужден жить. Ребенок-монстр пробирается из нарисованного мира в реальный, берет в руки нож и начинается кровавая охота. Это была глубокая, пугающая и очень жестокая нуарная притча с рейтингом R или даже, возможно, NC-17. Это была история о том, как человеческие пороки, темные желания и подавленная похоть материализуются в монстров, которые приходят сожрать своего создателя. Бакши оформляет этот концепт в двухстраничный синопсис и отправляется на студию Paramount Pictures. В кресле вице-президента студии тогда сидел продюсер Фрэнк Манкуза-младший. Манкуза читает этот синопсис и приходит в абсолютный восторг, встает из-за стола и лично жмет Бакши руку. Он говорит следующее: «Ральф, это гениально. Это шок, это просто прорыв. Мы сделаем самый жесткий, взрослый и суровый проект в истории Голливуда». Paramount дает проекту зеленый свет. Студия выделяет солиднейший по тем временам бюджет $30 миллионов. Бакши арендует огромные помещения, нанимает лучших художников, аниматоров и начинает препродакшн. Но Бакши забыл главную заповедь Голливуда. Никогда нельзя верить продюсерам, пока под контрактом не высохли чернила и пока на горизонте не замаячили новые рыночные тренды. Пока Бакши со своей командой художников без устали чертил декорации и разрабатывал концепт-арты, в 1988 году на мировые экраны выходит фильм Роберта Земекиса «Кто подставил кролика Роджера». Картина тут же становится мировым гигантом проката, собирает сотни миллионов долларов, получает горсть Оскаров и запускает безумный бум на совмещение живых актеров и 2D анимации. И в этот момент в головах боссов Paramount происходит сдвиг. Фрэнк Манкуза-младший смотрит на отчеты о кассовых сборах кролика Роджера и думает: а зачем нам снимать мрачный хоррор про маньяка-гибрида, расчлененку и грех, где кого-то режут, убивают, если мы можем просто переделать этот проект под семейную комедию с подростковым рейтингом PG-13 и срубить миллиарды на детях и подростках. И дальше происходит то, что в культурном обществе называется кидаловым. Пока Бакши находится в отъезде на технических тестах в другой стране, Манкуза втихаря за спиной режиссера нанимает стороннего сценариста Ларри Гросса. Ему дается четкое указание — полностью переписать сценарий Бакши. Из истории под корень вырезают весь хоррор, вырезают ребенка-гибрида, вырезают психологическую глубину, нуар и эротику. Мрачную драму превращают в бессмысленную сумбурную мешанину. Когда Бакши вернулся в Лос-Анджелес и открыл присланную ему новую версию сценария, у него буквально сгорел пердак. В нем заговорила вся его бруклинская уличная натура. Он не стал писать письма через адвокатов, Бакши пришел прямо в кабинет к Манкуза. Между режиссером и продюсером произошла не просто словесная перепалка. В процессе ожесточенного ора 100-килограммовый Бакши впал в такую ярость, что прямо в кабинете врезал вице-президенту Paramount точным ударом по лицу, отправив того в глубочайший нокаут и сломав ему нос. На площадке началась самая настоящая война, но юристы студии быстро указали Бакши на его место. Контракт был составлен таким образом, что все права на интеллектуальную собственность и сценарий принадлежали Paramount. Бакши оказался в настоящей ловушке. Если бы он ушел с проекта, студия просто наняла бы ремесленника и доделала фильм без него, превратив его имя в позорное посмешище. А если бы остался, ему пришлось бы снимать Франкенштейна. И из двух зол Бакши выбрал второе. Он решил остаться, надеясь хотя бы на уровне визуала и отдельных сцен спасти свое детище. Но съемочный ад только набирал обороты. На главную женскую роль студия приглашает суперзвезду Ким Бейсингер. Бейсингер в тот момент находилась на пике популярности после 9,5 недель и Бэтмена. Однако на съемочную площадку параллельного мира она пришла в состоянии глобального духовного просветления. Актриса заявила Бакши, что больше не хочет играть падших сексуализированных соблазнительниц. Она хотела, чтобы ее героиня была доброй, милой, и чтобы потом она могла показывать этот фильм тяжелобольным детям в детских больницах. Ну то есть вообще полнейший бред. Актриса, приглашенная на роль роковой нуарной красотки в фильме с эротическим подтекстом, требует переписать сценарий под формат доброго детского утренника. Бакши, понятное дело, пытался там спорить, что-то делать, но студия Paramount встала на сторону Бейсингер, разрешив ей переписывать свои диалоги. И в этот пылающий костер влетает Брэд Питт. Давайте подробно остановимся на том, почему этот проект едва не уничтожил Брэда Питта. В 1991 году, после оглушительного успеха Тельмы и Луизы, Питту нужно было срочно укрепить свой статус. Ему требовалась серьезная мрачная драматическая роль, которая показала бы индустрии, что он не просто красивая обертка, а умеет глубоко играть. Изначально предложенная ему роль детектива Фрэнка Харриса выглядела идеально. По первичному замыслу Бакши, Фрэнк Харрис — это ветеран Второй мировой войны, который трагически теряет мать в автомобильной аварии, после чего попадает в параллельный нарисованный мир. Там он становится суровым, сломанным детективом, мучимым посттравматическим синдромом и пытающимся удержать этот хаотичный мир от разрушения. Питт горел этой ролью. Он подписывал контракт на участие в стильном, глубоком нуар-триллере. Но когда Питт пришел на площадку,
он обнаружил, что попал в какой-то дурдом. Сценарий переписывался буквально на коленках прямо во время съемочной смены. Питу выдавали свеженапечатанные страницы со сценарием за 10 минут до команды «Камера-мотор». Мотивация его персонажа скакала постоянно. Вчера его герой должен был быть мрачным циником, сегодня выдавать глупые шутки для подростков, а завтра играть в любовную сцену с Ким Бейсингер, которая, кстати, очень хотела все эти сцены вырезать. Более того, съемочный процесс с технической точки зрения тоже был невыносим. Пит вынужден был неделями находиться в пустых комнатах с синими экранами и разговаривать с палочками, на которых были наклеены теннисные мячики. При этом всем режиссер Бакши орал от досады на продюсеров, а продюсеры вмешивались в каждый дубль. И вот если вы будете смотреть фильм, то посмотрите на игру Брэда Питта. Вы увидите в его глазах просто какую-то физическую боль и тотальное непонимание. Он находится в кадре с пустыми глазами, его мимика все время скована, а диалоги произносятся монотонным деревянным голосом. Это потому, что он осознал, что заперт в жестком контракте, за нарушение которого студия Paramount засудит его до нищеты. И единственный способ выжить — просто достоять до конца смены, договорить эти бессмысленные реплики, получить свой гонорар и молиться, чтобы фильм канул в лету. Пит оказался в капкане. Отснять материал нужно, но каждый съемочный день приближает его к репутационному краху. Летом 1992 года фильм «Параллельный мир» наконец выходит на экраны кинотеатров и вызывает недоумение у всех, кто его смотрит. Да даже при просмотре картины сегодня возникает такой же дичайший, практически ощущаемый физический резонанс. Фильм разделен на две абсолютно несочетаемые части. С визуальной и художественной точки зрения «Параллельный мир» — это нереальный, даже, можно сказать, фантастический монумент ручному труду. Команда Бакши создавала невероятные 2D-декорации, вдохновленные немецким экспрессионизмом, кубизмом Пабло Пикассо и подпольным артом джазовых клубов. Технически совместить живых актеров с нарисованными персонажами без использования компьютеров в 1992 году было очень сложно. Аниматоры стирали пальцы в кровь. Каждый кадр пропускался через сложнейшую оптическую печать. Слои накладывались друг на друга, прорисовывались тени и отражения. Но все это сразу рушилось, как только начинались взаимодействия персонажей с окружающим миром. Начинался просто какой-то сумбур из непонятных частей. Первая сюжетная линия — детектив Рен Харрис, застрявший в мультяшном мире и пытающийся следовать правилу: мультяшки не должны заниматься кексом с людьми, иначе порвется ткань реальности. Вторая сюжетная линия — комиксист Джек Нолл, который попадает в этот мир и которого роковая Холливуд пытается совратить, чтобы переспать с ним и превратиться в настоящую живую женщину. Мотивации персонажей ломаются и противоречия друг другу каждые 10 минут. Правила мира не объясняются вообще. Почему близость между мультяшкой и человеком превращает мультяшку в человека? Почему в одних сценах мультяшек можно убить, а в других они бессмертны? Ответов нет, и вам их никто не даст. Из-за того, что студия цензуры вырезала взрослый R-рейтинг, но оставила эротический подтекст, фильм превратился в какого-то мутанта. Поведение Холливуд буквально кричит каким-то жестким эротизмом в одной сцене, а в следующей сцене она уже кривляется и падает как персонаж из детского мультика. И все это по прихоти Ким Бейсингер. То есть, сами смотрите, для детей этот фильм был слишком пугающим, пошлым и непонятным. Для взрослых же слишком глупым, рваным, детским и бессмысленным. То есть он не попадал ни в одну из аудиторий и крутился в мучениях посреди какого-то лимба. Финал этой производственной эпопеи был до банальности предсказуем и невероятно трагичен. При гигантском бюджете в $30 миллионов «Параллельный мир» собирает в мировом прокате ничтожные $14 миллионов. Это был абсолютный кассовый крах Paramount. Критики уничтожали фильм с особым садизмом и цинизмом. Фильм называли визуальной помойкой, бездушной и бездарной подделкой под кролика Роджера, главным сценарным провалом десятилетия. Но сильнее всего пресса прошлась именно по Брэду Питту. Рецензенты крупнейших изданий открыто издевались над его актерской игрой. Его называли деревянным манекеном, главной ошибкой кастинга и актером, чья харизма полностью испаряется, когда ему нужно играть что-то сложнее улыбки. Питт оказался на самом краю пропасти, в шаге от того, чтобы попасть в черные списки голливудских студий, как неликвидный актер, не способный тянуть главные роли. И спасло Брэда Питта только невероятное чутье и экстренные шаги его команды. Питт полностью дистанцировался от промо-компании «Параллельного мира», отказался давать интервью о фильме и немедленно согласился на роли в жестких, бескомпромиссных и дешевых независимых проектах. Он снимается в Калифорнии, где играет грязного психопата-убийцу, и берется за роль в триллере Дэвида Финчера «7». Только благодаря этим гениальным актерским работам Питту удалось смыть с себя позор параллельного мира и доказать всем, что его деревянная игра у Бакши была лишь следствием сценарного ада. Но если Брэд Питт смог спастись, то для Ральфа Бакши этот провал стал смертельным ударом. Никто из критиков в 1992 году даже не попытался разобраться, почему «Параллельный мир» получился таким рваным. Никто в прессе не написал про драку режиссера с продюсером, про вырезанный сценарий, про капризы Бейсингер и корпоративное давление. Голливудская система поступила так, как поступает всегда. Она свалила всю вину на одного человека, на Ральфа Бакши. Для Бакши это был финал. Человек, который всю жизнь боролся за независимость мультипликации, который доказывал, что нарисованное вручную кино — это высокое искусство, был окончательно растоптан корпоративной машиной. После премьеры «Параллельного мира»
Бакш во всеуслышание заявил, что больше никогда в жизни не ступит на площадку полнометражного кино. Он продал свою студию, собрал кисти, краски и навсегда уехал из Голливуда, в город штата Нью-Йорк. Там он закрылся в своей мастерской, чтобы просто писать картины маслом на холстах, подальше от студийных продюсеров, юристов и эффективных менеджеров. Самое циничное в этой истории – последствия для всей индустрии. «Параллельный мир» вышел в прокат в 1992 году. Пройдет всего 3 года, и в 1995 году студия Pixar выпустит «Историю игрушек». Эпоха компьютерной 3D-анимации окончательно накроет мировой кинематограф. А кассовый провал «Параллельного мира» студийные боссы Голливуда использовали как главный удобный предлог. На протяжении всех 90-х и нулевых продюсеры тыкали пальцем в фильм Бакши и говорили: взрослая бунтарская нарисованная вручную 2D анимация никому не нужна и приносит лишь убытки. Провал одного фильма стал поводом для убийства целого направления во взрослой анимации. Сегодня, спустя 30 с лишним лет, «Параллельный мир» смотрится как очень пугающий артефакт ушедшей эпохи. Это фильм-памятник тому, что происходит, когда бескомпромиссный, безумный авторский талант и амбиции молодых звезд сталкиваются с холодной, трусливой и жадной корпоративной машиной. Брэд Питт по сей день предпочитает вообще не вспоминать этот фильм в своих больших интервью, словно этого эпизода в его жизни никогда не было. Ральф Бакши так и не вернулся в большое кино. Сейчас ему уже 87 лет. И вряд ли он уже вернется. Да, смотреть «Параллельный мир» сегодня сюжетно очень больно и физически тяжело. Сценарий там рвется по швам, герои совершают глупости, а актеры смотрят в пустоту. Но в каждом его нарисованном от руки кадре, в каждом сюрреалистическом изгибе декораций все еще горит невероятная дикая страсть художников, которые пытались выдать максимум вопреки всему. Этот мультфильм — это памятник самому Ральфу Бакши, последнему из творцов, который не побоялся врезать продюсеру по лицу за свою мечту, даже заранее понимая, что этот бой с системой он проиграет. А на сегодня все. Спасибо за просмотр, всем удачи и пока.